В НАТО говорят о необходимости подготовить ясный ответ для России на ее атаки. В Курской области идут штурмы ВСУ и армии Путина. Объявлена эвакуация из 2 районов, а в Беларуси на свободу выходят политзаключенные. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Напряжение в Курской области. Каждая из сторон заявляет о продвижении. Тем временем началась масштабная эвакуация населения из приграничной зоны РФ. Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации. Президент Казахстана называет Россию непобедимой и призывает садиться за стол переговоров, а уже после делить территории. На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. В Беларуси заявляют о так называемом жесте гуманизма. Лукашенко помиловал еще 37 человек, которых незаконно ранее отправил за решетку. Какие сигналы пытается отправить Минск и кому? Лукашенко, ты ответишь за все свои преступления, за репрессии в отношении белорусов. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. Россия усиливает свое давление на 2 направлениях в Украине. В Генштабе ВСУ признают непростую ситуацию на Покровском и Кураховском направлениях. Говорят, что за сутки россияне проводят более 70 штурмов только на этом участке фронта. Тем временем мониторинговые каналы, в частности Deep State, ранее сообщал, что армии РФ удалось продвинуться в районе Колесниковки, Катериновки, Водяного, Угледара и в районе Спорного. Тем временем Deutsche Welle показал материал, снятый недалеко от линии фронта, в частности на Покровском направлении, где в условиях войны украинские фермеры продолжают собирать урожай. Дай бог, что мы весной будем сеять, вернемся назад и все будет хорошо. Вот докосим подсолнухи, и тогда выгоним комбайны и все остальное. Очень дорого они стоят для нас сейчас. В Курской области началась эвакуация населения из 2 районов – Рыльского и Хомутовского. Местный губернатор говорит, что решение было принято на основании оперативной информации. Теперь всем жителям населенных пунктов этих районов, которые находятся в 15-километровой приграничной зоне, необходимо оставить свои дома. Все идет по плану. Координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот». Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям силовиков и местных властей. В то же время Forbes пишет о новой операции ВСУ, которые на днях начали свое второе наступление и смогли прорвать оборону России еще на одном участке границы. По данным издания, для сдерживания этих украинских сил Россия бросает в бой неопытных призывников. В свою очередь в России заявляют, что армия Путина продолжает свое контрнаступление в Курской области и якобы возвращает под контроль те населенные пункты, которые ранее занимали ВСУ. Западные военные аналитики при этом также писали, что в Курскую область РФ все же направила часть из своих подготовленных подразделений. Мы начали прорыв в Бушковском районе, и сейчас мы достаточно так углубились уже на территорию Российской Федерации в этом направлении, на несколько километров. И уже, в общем-то, можем угрожать районному центру, рассечь эту территорию, которая еще не была занята между речкой Сейм и государственной границей на 2 части и продвинуться уже непосредственно с другого направления к речке Сейм. Плюс ко всему еще и ударить по плану, этому клину, который пытался прорваться, продвинулся 10 сентября. Поэтому там сейчас для россиян ситуация достаточно сложная. Там может быть окружение, причем в нескольких местах. И, безусловно, они будут вынуждены там наращивать свою группировку для того, чтобы остановить наше продвижение. Президент Казахстана считает Россию непобедимой и намекает, что Украине пора садиться за стол переговоров, а уже после говорить о территориях и полагаться при этом не на украинскую формулу мира. Об этом Касым-Жомарт Токаев заявил во время встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем в Астане. Токаев также намекает, что с Россией можно спокойно соседствовать, как это делает Казахстан. Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению, остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов.
На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Шольц при этом напомнил, что РФ напала на Украину, и Германия продолжит поддерживать Киев. Кроме того, немецкий канцлер говорит, что одновременно с этим необходимо изучать возможности для начала мирного развития. Это была цитата. То есть Шольц напоминает о запуске мирного процесса, акцентируя при этом внимание на проведении мирной конференции, пишут немецкие издания. А что вы думаете по поводу заявлений Токаева и его акцентах на мирном плане Бразилии и Китая, в котором, я напомню, не говорится о выводе российских войск с территории Украины? Напишите, пожалуйста, также свое мнение в комментариях. Черноморский флот РФ является одной из потенциальных целей ВСУ, которые могут быть уничтожены дальнобойными западными ракетами. Если Украина получит разрешение от США и Великобритании использовать такие ракеты для ударов по территории РФ, то прилететь может по военно-морской базе Новороссийска. Об этом уже активно пишут асинт-аналитики, которые наблюдают за ситуацией в портах России благодаря спутниковым снимкам. Напомню, что в Новороссийске россияне прячут остатки своего флота, ведь бухты того же Севастополя или же, например, порт Феодосии, где ранее стояли корабли РФ, уязвимы и так хорошо простреливаются. О том, как россияне сейчас пытаются прикрыть свой Черноморский флот, который все чаще военные аналитики называют флотилией после уничтожения крейсера «Москва», мы поговорили с капитаном первого ранга и специалистом по морскому праву, который исследует историю военно-морского искусства, Павлом Лакийчуком. Новороссийск — это не только порт, это военно-морская база. Во военный период военно-морские базы и пункты базирования флота являются законными военными целями. Это военные объекты. Это пункт дислокации подводных лодок 4-й бригады подводных лодок Черноморского флота. Сейчас там все подводные лодки. Все подводные лодки, которые были причалены у стенок этого маленького, там 8А, 8Б, 8В причалы. Вот. Они под водой. Они не утонули. Но россияне решили, что надо проще держать затопленными возле причалов корабли боевые. Ну а вдруг морские дроны подскочат. Второе — это боновые заграждения. Ну а дальше идет импровизация, начиная от защиты там баржами и так далее. Есть там в этом определенный смысл, например, использование ложных мишеней. То есть там баржи с уголковыми отражателями, они светятся, как огромные корабли. НАТО необходимо адекватно реагировать на действия России и отвечать, когда российские ракеты или же дроны пересекают воздушное пространство Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Нидерландов на встрече со своими коллегами в Литве. Он также считает, что сейчас в Кремле наблюдают за тем, как альянс реагирует на подобные провокации. Конечно, страны-члены НАТО в первую очередь несут ответственность за защиту своего воздушного пространства. Но если они обнаруживают, что у них нет достаточных средств и возможностей для этого, потому что им нужны дополнительные ресурсы для обнаружения или перехвата, тогда мы как НАТО должны быстро решить, как будем поддерживать эти страны. Чем дольше мы остаемся в неопределенности, тем больше Россия наблюдает за этим и может воспринимать это как нашу слабость. Напомню, в августе и сентябре российские ударные дроны «Шахед» атаковали не только Украину, но залетали также и на территорию Польши, Румынии. Кроме того, один из беспилотников рухнул на территории Латвии. В НАТО тогда заявили, что российские атаки дронов непреднамеренные. При этом ни один из беспилотников не был уничтожен. В то же время Беларусь сбила как минимум один из российских беспилотников, который пересек ее воздушное пространство. Похудел и значительно изменился. Кадыров, как утверждает телеграм-канал, близкий к российским силовикам ВЧК ОГПУ, пережил несколько операций по пересадке органов, и сейчас его состояние здоровья улучшилось, якобы благодаря почке, донором которой стал дядя Кадырова Магомед. По данным собеседника, Рамзан Кадыров пережил несколько трансплантаций, но все попытки с органами доноров, которые не являются родственниками реципиента, провалились. Кадыров действительно изменился. Судя по кадрам, которые он стал активнее публиковать на своих ресурсах, он заметно похудел. Кроме того, ушла отечность. Ранее в СМИ появлялась информация о почечной недостаточности у Кадырова, а также панкреонекрозе.
У Лукашенко вновь говорят о жесте гуманизма и помиловании еще 37 политзаключенных, которые, как утверждает пресс-служба самопровозглашенного, были осуждены за преступления экстремистской направленности. Напомню, экстремистами и террористами у Лукашенко считают всех, кто не согласен с действиями режима. В Минске, не стесняясь, называют политзаключенных оступившимися. Известно, что среди помилованных 6 женщин, также есть люди с хроническими заболеваниями и с инвалидностью. За последние несколько месяцев у Лукашенко уже 4 раза заявляли о так называемых жестах гуманизма. Более 100 человек были освобождены из заключения. Нельзя себя обманывать так называемым помилованием политзаключенных. Во-первых, это в принципе глубоко ошибочный термин. Помилование ни в чем не повинных людей. Он своим решением бросил белорусов за решетку, незаконным политическим решением, а теперь якобы помиловал. Во-вторых, это люди, которые выходят, важно, что они выходят, и цена жизни и здоровья каждого, но они выходят весьма условно, потому что за ними сохраняется милицейский контроль, и они остаются репрессированными, потому что они перманентно находятся под прессингом. В-третьих, Лукашенко, помиловав одних, одновременно бросает за решетку новых. Вот только что «Весна» опубликовала список новых 22 политических заключенных. Так что мы сейчас с вами наблюдаем просто конвейер. Лукашенко хочет пропагандистски выиграть, хочет стать ньюсмейкером. Он заявляет повестку, но пытается навязать свой нарратив. Но мы должны очень четко оценивать ту ситуацию, которая сейчас происходит. Лукашенко, ты ответишь за все свои преступления. За репрессии в отношении белорусов, за убийство белорусов, за пытки белорусов. И ответственность будет неминуема. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором нашего канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.